Посмотрите, это после первого урока вога. Просто когда нам говорили, падайте, как видео, в котором вы видели, ну там с ногой вот так и с этой ногой вот так, я всегда падала на все колени, от слова падала. Поэтому, может, купить наколенники, я даже не знаю, потому что мне нужно дома потренироваться. Там кроме нас двоих с девочкой, все остальные были уже продвинутые. Поэтому они там так падали на колени и такое вытворяли. А мне, чтобы остаться с коленками, наверное, нужно купить наколенники и так дома тренироваться, потому что, ну, вот это не делаю. Ну, как я сегодня поеду в купальнике? Трендял. Поздравьте меня. Не прошла и неделя мучений, когда вес решил сдвинуться с мертвой точки. В общем, я уже искупалась и собралась. Немножко подкрасилась, несмотря на то, что на пляж. У меня же в кушании SPF, ну и бровки так, лишним не будет. И тестим наш микрофон. Я надеюсь, так будет слышно лучше, чем с наушниками, а то будет обидно, что я его купила. Сейчас я поговорю с мамой еще по скайпу, и уже, наверное, за мной приедут. Кстати, просто чтобы как бы не было лишних вопросов, не все люди хотят, чтобы их показывали во влоге или что-то о них рассказывали, поэтому если я не говорю имена и не показываю людей, то, значит, они просто не хотят. То есть надо уважать всех людей, особенно... Я прекрасно понимаю, что необычно, когда, да, кто-то ходит с камерой, там, ты можешь что-то сказать, человек может заснять, то есть ты как-то себя неловко чувствуешь, думаешь, как ты выглядишь, и вообще не все хотят, да, чтобы кто-то про них что-то знал, где они отдыхают, что они делают, поэтому как-то так. Надеюсь, вы тоже это поймете, и все у нас будет с вами хорошо. Where? No. Не разрешили снимать, поэтому так. Короче, так выглядит венгерский пригород. Это буквально 20 минут от Будапешта. Как я поняла, здесь многие живут и работают в Будапеште. Кстати, мы, кажется, не едем на Балатон, как планировалось, потому что собирается дождик, и чтобы 1,5 часа не ехать, мы решили просто остаться чуть поближе, поехать на пляж. Дяденька убирает. Все такие милые, приятные дома, мне кажется. Ну, смотрите. Мне кажется, если бы у меня были деньги, я бы тоже жила где-то здесь и работала в Будапеште. Потому что, ну, тут прям природа, красивые домики. Офигенно было. Короче, это термальная баня где-то недалеко, ну, как в часе езды. Это другой город уже. И здесь, конечно, довольно горячие бассейны, но там есть еще один холодный, там как бы несколько. Поэтому посмотрим. Просто очень много сегодня везде людей. Увидим, узнаем. Поскольку запретили снимать на заправке, я теперь боюсь, что тут тоже запретят снимать, потому что все-таки много людей в купальниках. Ну, посмотрим. Я так по чуть-чуть, просто все телефоны с собой не берут, кроме меня. Я надеюсь, его не стыбзят. А то там столько контента за эти дни. Господи, опять в гору. Здесь очень красиво. Так, ну это часть, которая на улице. Внутрь придем попозже. Сначала на улицу. Здесь пара горок. И 1, 2, 3, 4 теплые бани. Там дальше еще есть закрытый комплекс с саунами. И здесь, получается, холодная еще есть. У меня пара новостей, в принципе, все они плохие.
более-менее. В первые же полчаса у меня украли тапочки. Тут как бы не так даже обидно то, что это деньги, хотя это тоже обидно. Как то, что у меня очень маленький размер ноги, и я их еле нашла. Я просто пытаюсь от ветра закрыть. И я не знаю, где теперь такие же покупать. Они были очень прикольные. В принципе, вы их видели, мне кажется. Это было очень обидно. Вторая новость. Я почему-то решила сделать фотки и видео после, ну, как бы к концу. Наверное, чтобы меньше людей было. Но я очень наелась. И теперь мне даже трудно дышать. Не то, что делать фотки. Я не могу просто вдохнуть живот. Надеюсь, все равно хоть что-то получится. Но тапки самые обидные. Во-первых, ходить по земле больно. И во-вторых, ходить по земле больно. Главное, две вещи: не намочить микрофон и телефон. Ну и вообще без них не остаться. Так, это первая термальная ванна. Одна из. Она, в принципе, не очень большая, но нормально. Мне сказали заколоть волосы так, это страшно очень. И пойти вниз, потому что там лучший вид. Идем вниз. Так. Наверное, отсюда вам лучше показать. Так симпатично. Может, даже здесь фотку снять потом. Ну, короче. Это первые два очень теплых источника. Там впереди холодные, ну, более холодные ванны открытые. Они зимой тоже, кстати, открыты. Здесь не очень глубокая, там чуть более глубокая, но тоже они не очень там глубокие. Там, которые наверху, видите, там бассейн, он довольно глубокий. И горки. Сейчас попробуем зайти, кстати. Где-то здесь должно быть, потеряла, сауны. Wellness. Не знаю, насколько слышно. Но здесь хамам. Там финская сауна, или как это называется. В общем, где тепло очень. 92 градуса. Здесь холодная и теплая вода. И здесь холодный бассейн. Блин, ну вообще меня до сих пор не отпускает то, что тапки стыбзили. Но мне знаете, что сказали? Что сегодня здесь очень много цыган. Потому что им раз в месяц выдают деньги за детей, и это вот как раз было сейчас. И у них типа есть деньги, потому что это довольно считается дорогим местом. И они сюда пришли, мы правда видели очень-очень много семей, они так себя громко ведут. И, скорее всего, кто-то из них взял, мне кажется. Мы еще типа тешили себя надеждой, что принесут назад, положат, что кто-то испутал. Потом такие думали, ну, наверное, мы увидим их где-то, потому что они довольно яркие, фукси. Но я тоже так подумала, если кто-то взял, он бы их потом не носил, он явно бы их куда-то спрятал. Как красиво. Меня смотрят, как нервно больной.
Take a chance. Live your life for just one night. No looking back. 'Cause tonight will make you right. Can't this feeling get hot? How it's called once again? Szépasszony-völgy. Это Szépasszony-Göld. Völgy. Göld. Völgy. Völgy. Göld. Szépasszony-völgy. Я не очень талантлива в венгерском языке. Здесь очень знаменитое вино во всем мире и очень много ресторанов. И здесь можно купить вино, оно делается в пещерах, как я поняла. Здесь очень много людей, как здесь, например. И все с винами, если присмотреться, то есть как бы все сидят, у них вино какое-то. Здесь еще очень модно, мне сказали, делают вино из замороженных фруктов. И вино из замороженных фруктов, типа, очень крутое и очень дорого стоит. Like the frozen fruits wine is here, yeah? White ice wine. Ice wine. То есть Sweet вот wine. это сладкое ледяное вино. Очень интересно. Я вот прям как бы много слышала все-таки из Грузии, да, про вина. Но, блин, про ice wine я еще не слышала. Это что-то новое. Мы сейчас выберем вино. Здесь есть какое-то вино, которое шаг до того, как оно становится вином. You like sweet Yeah, red or white? red. Мы пробуем. It's like red, sweet. Yes. It's enough sweet? It's good. Ebből kérem szépen 2 pohárral. Legyen 3 van. Nem, csak azt a vöröset. Csak vöröset. De tudom, azért is megírod, és akkor el lehet dönteni, hogy legyen. Okay. Na, legyen? Legyen. Is választ. You can try the rosé also and the white sweet. Oh, that's good. Can I bring that to Somebody I want to try. It's good. This one is okay. Is it? Thank you. Rose. Which is better? It's good too. But rosé is really good too. Because it's a little bit tough and it's like really... Benne vannak egyébként, tehát a vörös bor, az vörös. A rozé az egy, és a The white leglágyabb az a fehér lenne. Kóstoljuk azt Megmutatom is. a fehéret? Ezt találja. I am drunk before we ordered És ez something. pedig a It's here. Try. Сок специальный виноградный, который называется мошт. Он без алкоголя, то есть это как бы до того, как это стало вином. Он очень вкусный, но очень сладкий. И здесь все вина очень вкусные. Мы взяли розе, кто там очень такой тетенька, он все дал попробовать. И это называется «Долина красивой женщины». Не могу на венгерском выговорить, пожалуйста, не гнобите меня. Там, знаешь, сцеп это красивая, а потом, короче, идет женщина и долина. И теперь мы будем здесь сидеть, просто здесь так красиво все одеты, в костюмах, смокингах, и мы как бомжи после бассейна. Короче, мы остаемся тут немножко выпить. Take a chance. Live your life for just one night. No looking back. 'Cause tonight will make you right. Can't this feeling get hot? Can't this feeling get hot?
city center now. We are in city center. Мы в маленьком городке, который называется Эгет. И сейчас мы идем в старый город, как обычно в Европе бывает, то есть есть как бы отреставрированные новые части, потом они сохраняют какую-то часть города под магазины, рестораны, которые выглядят как раньше, вот там все было. Не знаю, насколько вам видно, например, вот этот вот дом с его окнами. It's so beautiful. You told us? Yeah. Or you told your friends? No, you. I don't talk in Russian and English. They're so cute. The dragon ones. Это центр города, и это очень знаменитая церковь для свадеб. Мне дали телефон другой, чтобы вам было хоть что-то видно. А за церковью, получается, там, как сказать, castle, замок этого города, и он был очень, этот город подвергался очень часто нападениям, здесь довольно часто были военные действия, поэтому сам замок очень сильно разрушили. Но вот видите, как бы церковь сохранилась, в принципе, неплохо, но ее, конечно, реставрировали. А еще, мне кажется, это вот как из мультика Рапунцель, да? В Рапунцель были вот эти вот фонари. Очень симпатично. Так. For just one night, no looking back. 'Cause tonight will make you right. Can't this feeling get it hot? Can't this feeling get it hot? Take a chance. Live your life for just